Как так вышло, что вещество, способное всего с одной дозы уничтожить человека, стало настолько популярным среди молодежи? Сегодня я расскажу о том, как альфа появилась, как воздействует на тело и мозг, почему и как она делает человека своим рабом и, самое главное, как спасти себя или близкого от этой зависимости. Если хочешь узнать правду и понять, как бороться с этой угрозой, смотри это видео до конца, ведь оно может спасти твою жизнь. Чтобы понять, как альфа стала одной из самых страшных угроз современности, давай вернемся к ее истокам. Наркотик, синтезированный еще в 60-х годах 20 века немецкими учеными, первоначально, как и другие вещества, разрабатывался как лекарство для лечения чуть ли не всех заболеваний в мире. Однако вскоре стало ясно, что его побочные эффекты настолько сильны и опасны, что его медицинское использование было полностью прекращено. Но, как мы уже знаем из ролика про амфетамин, если что-то запрещают использовать в медицинских целях, этому легко находят применение на черном рынке. И вот уже в начале нулевых информация о свойствах альфы попала в среду наркомафии, и вещество начало производиться в подпольных лабораториях. К 2011 году альфа, более известная под именем соль, уже распространилась по Европе и далее попала на российский рынок. В нашей стране соль быстро приобрела популярность среди наркоманов благодаря своей дешевизне и мощному психотропному эффекту. Дилеры часто продавали ее под видом более дорогих стимуляторов, таких как амфетамин, что еще больше способствовало ее распространению. Внешне альфа напоминает мелкие мутно-белые или разноцветные кристаллы, что позволяло продавать ее легально под видом солей для ванн. Власти России, конечно, отреагировали на появление альфы запретом на ее оборот и включением в список запрещенных веществ. Однако все мы помним, как расшифровывалась ФСКН. Служба, походу вдохновлявшаяся любимой фразой Мориарти: «Не можешь победить наркооборот, возглавь его». Теперь давайте разберемся, что же такое альфа-ПВП с точки зрения науки. Это синтетический наркотик из группы катинонов, веществ, которые воздействуют на центральную нервную систему человека, нанося вред ее природной, сбалансированной настройке. Катинон – производное от слова «кат», а кат – это растение, которое содержит в себе действующее вещество, алкалоиды катин и катинон, на основе которых делают альфу. Подробнее про алкалоиды можете посмотреть в ролике про амфетамин. Когда человек употребляет альфу, его мозг переживает настоящий шок. Наркотик вызывает резкий выброс дофамина и норадреналина, нейромедиаторов, отвечающих за мотивацию и энергию, что на мгновение приводит к ощущению иллюзорного всемогущества, и за это мгновение приходится платить высокую цену. Уже после первой дозы человек может столкнуться с галлюцинациями, паранойей и неконтролируемой агрессией. Однако, чтобы яснее понять, что все это означает, давай глубже рассмотрим, как действует альфа. Соль стимулирует выброс огромного количества дофамина в мозге, что на мгновение вызывает ложное чувство эйфории, за которым наркоман обречен гоняться до самой смерти. Дофамина выделяется столько, что человек безосновательно начинает ощущать себя эдаким королем мира. У тебя вот ты трезвый, варит мозг, например, на 10%, то у меня на 10,5%. И этой половины хватает, чтобы я опережал тебя чуть-чуть. По сути, он погружается в сон наяву, то есть впадает в иллюзию, в состоянии которой он может натворить немало бед для себя и окружающих. О чем более подробно я расскажу в самом конце. Так что, если ты или твой сожитель или, не дай бог, ребенок употребляют соль, советую досмотреть до этого момента. Норадреналин – нейромедиатор стресса, вызывающий напряжение нервной системы. Как и в случае с дофамином, его выделяется столько, сколько мозг переваривать не умеет.
Поэтому человек в этот момент испытывает чувство, которое в народе называют «молиться, чтобы тебя отпустило». Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, Господи, помоги! Кстати, вот себе небольшой парадокс наркомании. Когда я сам употреблял стимуляторы, одна из причин их употребления была расслабление. Если понял, в чем заключается парадокс, напиши комментарий с ответом. Многие родители задаются вопросом, как узнать, что мой ребенок торчит на стимуляторах. Просто понаблюдайте за ним в течение пары минут. За это время он сделает больше ненужных микродвижений, чем обычно за целый день. Из-за неестественных скачков нейромедиаторов в твоей голове происходит системный сбой. Нейромедиаторные рецепторы разрушаются, их чувствительность сильно падает, в результате чего человек перестает получать удовольствие от обычных вещей. Ведь мысли о еде, общении с близкими, сексе или любимом занятии не вызывают выброса дофамина, и ты не ощущаешь никакой мотивации заниматься этими вещами. Другое дело мысль о новой порции солей. После окончания действия наркотика истощенная психика страдает от катастрофически низкой чувствительности к дофамину, а это вызывает депрессию, тревожность, апатию и даже суицидальные мысли. Чтобы избавиться от этого состояния, человек снова тянется за дозой, мозг уже обманут. Ему кажется, что наркотик лечит это состояние, забывая, что именно вещество вызвало все эти симптомы. Приехали, голос в твоей голове, постоянно и настойчиво требующий пойти за новой дозой, теперь твой верный спутник всегда и везде. После этого ради соли ты будешь готовым на все. Воровать у друзей, выносить золото из дома, врать на каждом шагу себе и близким, а если ты еще и девочка, готовься к групповой секс-терапии с прожженными нариками за трек или укол. Конечно, сейчас ты можешь в это не верить, но именно это ждет каждого человека, решившего встать на солевую тропинку. Альфа-ПВП недаром называют наркотиком-рабовладельцем. Он буквально перепрограммирует мозг так, чтобы вся твоя жизнь вращалась только вокруг поиска новой дозы. Когда мы говорим о наркотиках, многие представляют себе абстрактные последствия. Вредно для здоровья, опасно для организма, но за этими словами стоят реальные истории людей, чьи тела были буквально уничтожены альфой. Давай разберем, как этот наркотик шаг за шагом разрушает твое тело. Представь молодого человека, которого зовут Андрей. Ему всего 25 лет. Он начал употреблять альфу из любопытства. Друзья предложили попробовать что-нибудь новенькое. Андрей решил, что это будет разовый эксперимент, но уже после одного употребления он не мог представить свою жизнь без дозы. Он употреблял наркотик через нос, и вскоре начались проблемы. Постоянное жжение, кровотечение и боль. Врачи обнаружили у него химический ожог слизистой носа. Его дыхательные пути были настолько повреждены, что он больше не мог нормально дышать. Операция помогла, конечно, восстановить часть функций, но последствия остались на всю жизнь. Теперь представь другого человека, Михаила. Ему 30, и он успешный предприниматель. Стресс и желание расслабиться, по совету его корешей, привели его к употреблению альфы. Он считал, что контролирует ситуацию, пока после очередной дозы его не увезли в больницу с инсультом. Наркотик вызвал резкий скачок артериального давления, настолько сильный, что сосуды в его мозге просто не выдержали. Михаил, конечно, выжил, но его правая рука и нога остались парализованными. Он больше не может передвигаться без посторонней помощи. Инвалид – его новая веха развития. А теперь история Алены, которой всего 20. Она была студенткой университета и мечтала стать дизайнером. Но после знакомства с дизайнерским наркотиком ее жизнь пошла под откос. Она перестала есть, ведь наркотик подавлял ее аппетит и помогал существовать в этом мире даже на пустом желудке. За 2 месяца она потеряла 15 килограмм и выглядела как тень самой себя. И ее организм был полностью истощен. Обезвоживание привело к почечной недостаточности, выпадению волос и серьезным проблемам с кожей. Эти истории – лишь 3 примера того, как альфа разрушает тело человека. Начнешь употреблять соль ты, напишешь свою собственную историю.
Почему же люди все же решаются попробовать этот наркотик? Первопричина всегда одна и та же. Сформированная в голове подростка картина мира, в которой употреблять внутрь вонючее ядовитое вещество с целью веселого времяпрепровождения является вполне естественным занятием. А далее уже накладываются причины по типу доступность, дешевизна, ощущения, проблемы, кайф и так далее. Чаще всего первый опыт происходит в подростковом возрасте, лет так в 15. Молодежь, воспитанная культурой употребления этанола, попадает в компанию, в которой принято употреблять немного другие вещества. Поэтому из любопытства или под давлением окружения они совершают первую пробу запрещеночки. По-другому это называется стадный инстинкт. Парней берут на слабо, а девочки влюбляются в нариков, которые подсаживают их на соль. Многие считают влияние стадного инстинкта на человека разумного сильно преувеличено. Специально для тебя, мой недоверчивый друг, однажды исследователи провели показательный эксперимент, целью которого было выяснить, влияет ли большинство на поведение отдельных людей. В эксперименте проверяли реакцию человека на резкое появление запаха гари в кабинете. Для этого вместе с ним в кабинет сажали 5 участников, которые знали про эксперимент. По инструкции они не должны были реагировать на запах гари. В итоге лишь 1 из 10 испытуемых смог преодолеть стадный инстинкт и вызвать пожарных, несмотря на спокойствие окружающих. Другие 9 испытуемых успокоили себя отсутствием реакции большинства и продолжили работу. Как говорил академик Павлов, самый сильный условный раздражитель для человека – это общественное мнение, и его влияние нельзя переоценить. Все смотрят на то, как реагируют и что делают другие. Так проще ориентироваться. Это эволюционная фишка нашего мозга. Так что подростку в 14 лет уже нужно иметь сильный внутренний стержень, чтобы идти своим путем и не обращать внимания на уговоры или упреки социума. Так как первопричиной употребления всегда является картина мира, которая изначально формируется в семье, то главный совет – это личный пример. Максимально подробно о нем ты сможешь посмотреть в ролике про воспитание. Говорите с детьми о вреде наркотиков честно и открыто с самого раннего возраста. Изучайте правду про эффекты от веществ и не ведитесь на рассказы наркоманов про кайф и эйфорию, ведь каждый из них мечтает бросить употреблять. Человек так устроен, что быстро впитывает в себя привычки и образ мышления окружения. Так что если ты знаешь, что в твоей компании большинство употребляют наркотики, беги оттуда. Через несколько лет большая часть ее обитателей умрет или сядет в тюрьму, а остальные будут моральными инвалидами, считающими, что работать на складе Озона или Валбериса в 30 лет – это достойнейшее занятие. Если вы заметили странное поведение у близкого человека, например, резкие перепады настроения, смену характера или, не дай бог, проблемы со здоровьем, не стоит списывать все на переходный возраст или трудности в жизни. Необходимо поговорить с ним об этом. Однако очень важно, как вы начнете диалог со своим близким. Поэтому, дабы не натворить глупостей и не усугубить ситуацию, либо почитайте соответствующую литературу, либо обратитесь за консультацией к эксперту. Первый шаг к освобождению – это честно признать проблему. Не надо вешать на себя клеймо наркомана, как смертельно больного человека. Просто признай, что проблема есть. После признания пойми главное, что находясь на прежнем уровне мышления, то есть на том уровне, на котором ты создал эту проблему, решить ты ее не сможешь, и тогда твой мозг откроется новым знаниям, а новые знания уже приведут тебя к новым результатам. Ни я, ни именитый врач-психиатр, никто не сможет тебе помочь, пока ты находишься в употреблении. Так что сперва нужно снять первичные симптомы отравления и прийти немножко в себя. Можно переждать бурю дома, можно закрыться в рехаб или наркологию на какое-то время. Там подлечат твое тело. А после этого необходимо будет работать с разумом.
Сразу после очищения организма важно выбрать правильного наставника. Будь он психологом, бывшим зависимым, психиатром или даже духовным учителем, неважно. Важно, чтобы он мог дать тебе такой результат, который тебя устроит, ведь работа над освобождением разума – это сложный внутренний процесс, провести через который тебя сможет не каждый эксперт. Лично у меня он занял порядка 6 лет, но, честно сказать, мне просто повезло. Альфа-ПВП – это наркотик, который разрушает все на своем пути, не оставляя от человека ничего. Он появился как медицинский эксперимент, но быстро стал массовой угрозой. Его действие на мозг превращает человека в раба вещества. Но и это не самое страшное, если речь идет про альфу. Из-за катастрофического влияния на мозг в момент употребления ты попадаешь в неестественное состояние, из-за чего начинаешь реагировать на приходящие в голову мысли не так, как надо. Что это значит? Выплеск нейромедиаторов в таких количествах не предусмотрен природой. Он отключает встроенные защитные механизмы, такие как волнение, стеснение, боль, стыд, логику, механизмы, ответственные за социальную безопасность, а также перевозбуждает центры приходящих мыслей. А поскольку мысль не встречает сопротивления в виде социальной стороны твоей личности, то все, что тебе придет в голову, ты можешь осуществить. По сути, ты спишь наяву. И вот здесь открывается дорога к страшным последствиям. Жены и мужья солевых, слушайте внимательнее. Из-за галлюцинации и отсутствия критики ты можешь выкинуть ребенка из окна. Ты можешь убить свою мать, жену, соседку, изнасиловать кого-нибудь, угнать машину, застрелить прохожего, отрубить себе пальцы, выйти в окно, содрать себе кожу, тушить об себя бычки. Ты можешь сделать все, что угодно, с чем потом тебе придется жить всю оставшуюся жизнь. Страшнее психоза нет ничего, ведь ты бредишь наяву. В таком состоянии тебя никто не сможет остановить, так как ты в этот момент в теле отсутствуешь. Так что, дружище, если ты все же выбрал дорогу наркомана, то будь хотя бы немного разумным. Соль – это билет в один конец. Даже если ты чудом вылезешь, тебе придется смириться с колоссальными потерями своей психики. А психика – это самый важный орган в теле человека, который напрямую связан с твоими достижениями. Я сидел на менее мощных стимуляторах, и то получил необратимые последствия от их употребления, из-за чего теперь не могу жить и творить на полную мощность. Я стал лишь подобием того, кем мог стать в этой жизни. Однако, стоит сказать, что я наслаждаюсь и этим, ведь один день свободной жизни перебивает вечность в употреблении. Так что, если ты решил быть наркоманом, обходи альфу стороной. А если хочешь стать свободным, ты знаешь, что надо сделать.